Здравствуйте, друзья! В очередной раз будут проводить испытания понижающего редуктора, который установлены на гибридном мотоблоке, где установлен двигатель бензиновый Waymo 18 лошадиных сил. И посмотрим, как этот понижающий редуктор будет справляться с вот этим автомобильным прицепом, загруженным пеноблоками. В предыдущих видео вы видели, как работает понижающий редуктор из активной фрезой, которая заглублялась на полную. А в этот раз я этот прицеп прицеплю к дереву при помощи буксира и будем смотреть, когда будут буксовать колеса и при каких оборотах двигателя. И посмотрим, на что способен этот редуктор. Но прежде чем продолжу испытание, покажу, какую доработку провел в редукторе, чтобы сцепление могло включаться на максимальную нагрузку, как можно на меньших оборотах. Снимаю уже проверенный временем шкив с конусной втулкой, сливаю масло, снимаю внешнюю правую крышку редуктора, не повреждая прокладку. Замеряю зазор между дисками сцепления. После работы с конца прошлого сезона он остался в пределах 2,5 мм. Это, конечно, многовато, но такой зазор был и при сборке нового редуктора. Об этом на канале есть видео, ссылочка будет в описании. Для проведения доработки заказал еще один металлический диск без накладок. Его толщина составляет 1,5 мм, а стоимость около $1. Снимаю корзину сцепления и рядом с одним уже металлическим диском устанавливаю еще один новый диск. Устанавливаю на место корзину, зажимаю и снова замеряю зазор. Между дисками еще смог войти щуп толщиной 0,9 мм. Это вполне нормально для свободного вращения дисков в исходном состоянии. Произвожу сборку редуктора, даже не меняя положение двигателя, устанавливаю шкив с этой же конусной втулкой и фиксирую при помощи двух болтов в нужном положении на валу. С такой доработкой редуктор успешно произвел фрезеровку участка около 10 соток при полном заглублении фрезы без упорного колеса. Многие могли видеть это видео на канале. Это довольно немалая нагрузка, но теперь продолжаю испытания с понижающим редуктором, с возможностью буксировать грузы или работать с плугом. На мотоблок установил примитивный тахометр, обороты проверяя на всякий случай лазерным, они совпадают. Редуктор спокойно ведет себя на оборотах 1400-1600 оборотов в минуту, а дальше уже при добавлении газа и обороты около 1800-1900 оборотов в минуту, и даже такие мощные колеса с большими грузозацепами начинает буксовать с прицепом, вес которого около тонны и привязанный к дереву. Так что такой редуктор можно эксплуатировать и с плугом. Я думаю, он его потянет с легкостью. А вот уже при движении мотоблока назад он с легкостью толкает этот же прицеп груженный и выезжает из образовавшегося углубления. В завершении испытаний можно сделать вывод, что такая доработка понижающего редуктора дала возможность сцеплению включаться в работу как минимум на 200-300 оборотов раньше, чем это было изначально на новом редукторе, а это было более 2000-2200 оборотов в минуту. Сейчас редуктор начинает спокойно работать 1800-1900 оборотов в минуту. Теперь, в каких случаях нужен такой понижающий редуктор с автоматическим сцеплением? Это когда нужно понизить обороты двигателя, и его эксплуатация планируется в пределах 2000 оборотов в минуту и больше. Так что такой понижающий редуктор довольно неплохая находка за небольшие деньги, это где-то около $90. Но в моем случае на мотоблоке установлен довольно мощный двигатель 18 лошадиных сил, и он с легкостью работал с навесным оборудованием даже на оборотах 1300-1500 оборотов в минуту и без редуктора. Это, например, при посадке и уборке картофеля. Поэтому редуктор демонтировал и могу предложить его самодельщикам. И мотоблок продолжает работать уже без редуктора. На двигателе установлен шкив диаметром 63 мм, зубчатый ремень профиль А. Кстати, у этих ремней КПД выше, чем в обычных, до 70%. Так что с заданием, надеюсь, справиться. В перспективе планируется испытать мотоблок без редуктора в работе с картофелькопалкой при уборке урожая картофеля на максимальных оборотах копалки и на максимальной скорости движения. Так что, кому это видео будет интересно, не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы посмотреть его. А у кого будут вопросы, пишите в комментариях. Так что, друзья, всем успехов и работаем, отдыхая.
А мне еще предстоит работа по реконструкции старого помещения в сарае под небольшую мастерскую. Тем более, что стройматериалы уже завез. А это и выравнивание и стяжка пола, кладка газоблоков, изготовление и установка новой двери. Ну вот и все, наверное, друзья. До свидания и до встречи на канале.